Прежде чем Туми и Бади оказались в вольере Нури, Серенгети переживала один из самых суровых сезонов за последние десятилетия. Это важно понимать, чтобы осознать масштаб трагедии. Красная пыль забивала легкие, а пересохшие русла рек превратились в растрескавшиеся костяные дороги. Именно в такой обстановке браконьеры, пользуясь слабостью животных, выслеживали стада слонов у последних оставшихся колодцев. Когда рейнджеры нашли малышей, те были не просто сиротами, они были призраками. Их кожа висела складками, а глаза затянуло мутной пленкой отчаяния. В мире слонов потеря матери в таком возрасте — это смертный приговор, не столько из-за отсутствия молока, сколько из-за обрыва генетической памяти. Мать учит слоненка всему, где искать воду, как отличать ядовитые травы, как общаться с сородичами. Туми и Бади были чистыми листами, на которых жизнь начала писать историю боли. Решение поместить слонят к Нури не было единогласным. В штабе заповедника разгорелись нешуточные споры. Молодые зоологи из Европы утверждали, что это биологическое преступление. Они приводили формулы и графики, доказывая, что хищник рано или поздно поддастся инстинкту. Вы предлагаете запереть 2 ягнят в клетке со старым волком и надеетесь на чудо? — кричал один из профессоров. Это не спасение, это кормление. Но Самуэль, старый рейнджер, который провел в саванне 30 лет, смотрел глубже. Он видел в Нури то, что не фиксируют приборы, избыток нерастраченной материнской любви. Год назад Нури потеряла своих последних львят в стычке с гиенами, и ее скорбь была почти осязаемой. Самуэль рискнул своей карьерой, настояв на эксперименте. Первые недели жизни этой странной семьи были наполнены удивительными открытиями. Оказалось, что Нури начала имитировать звуки, которые издавали слонята. Она не просто рычала, она научилась издавать низкое, горловое урчание, которое резонировало с инфразвуковыми сигналами слонов. Это был их секретный язык. Каждое утро рейнджеры наполняли небольшой бассейн в вольере. Бади, будучи более активным, набирал в хобот воду и, к ужасу наблюдателей, обливал дремлющую львицу. В любой другой ситуации лев растерзал бы обидчика за такое неуважение. Но Нури лишь лениво открывала один глаз, фыркала и подставляла другой бок под прохладные струи. Она принимала это как игру, как часть новой реальности, где она не охотник, а хранительница. Туми же проявлял удивительную заботу о маме. Когда Нури мучили боли в суставах, старая травма давала о себе знать в сезон дождей, слоненок приносил ей пучки мягкой травы. Конечно, львица не ела траву, но она понимала жест. Она брала траву в зубы и аккуратно складывала рядом, показывая, что подарок принят. Однажды ночью к ограде вольера подобралась стая бродячих гиен. Почувствовав запах молодых слонят, они устроили жуткий концерт из воплей и хохота, пытаясь спровоцировать панику. Туми и Бади, охваченные первобытным страхом, забились в угол вольера. Тогда рейнджеры впервые за много лет услышали настоящий голос Нури. Она не просто зарычала, это был звук, от которого задрожали стекла в административном корпусе. Она бросилась к решетке, превратившись в то самое грозное существо, которым была когда-то. Она защищала своих детей. В ту ночь слонята поняли, пока эта старая кошка жива, ни одно существо в мире не посмеет коснуться их кожи. Когда пришло время разлуки, процесс перевозки превратился в сложнейшую
логистическую операцию. Слоны весили уже по несколько тонн, и их сила была огромной. Чтобы Туми и Бади зашли в транспортные контейнеры, Нури пришлось подойти к самому краю погрузочной платформы. Она шла рядом с ними до последнего шага. Когда двери захлопнулись, Бади начал биться о стенки контейнера, издавая звуки, от которых у людей разрывалось сердце. Нури просто села на пыльную землю и смотрела на уходящую колонну. Она не ушла в тень своего навеса до самого заката, провожая взглядом облако пыли на горизонте. В питомнике для подростков Туми и Бади долго не могли прижиться. Другие слоны смотрели на них с подозрением. От братьев пахло львом. Этот запах вызывал у диких слонов инстинктивную агрессию или страх. Но именно воспитание Нури помогло им выжить. Они были смелее других сирот. Там, где остальные слонята пятились перед тенью орла или шорохом в кустах, Туми и Бади стояли плечом к плечу, подняв хоботы, как их учила приемная мать. Со временем стадо приняло их, оценив их необычайную уверенность и преданность друг другу. Но каждую ночь, засыпая под звездами, они прижимались друг к другу так же, как когда-то прижимались к теплому боку львицы. Прошло 2 года. Для льва это огромный срок. Нури превратилась в глубокую старуху. Ее шерсть потускнела, а лапы едва слушались. Ветеринары уже обсуждали возможность гуманного усыпления, так как качество жизни старой королевы стремительно падало. Она почти не вставала, проводя дни в полузабытии. Но природа хранит свои тайны. За 3 дня до того, как Туми и Бади появились на горизонте, Нури преобразилась. Она начала принюхиваться к ветру, который дул с востока. Она отказывалась уходить в закрытое помещение на ночь, оставаясь под открытым небом, словно прислушиваясь к вибрациям земли. И вот они пришли. Это не было случайным кочевьем. Туми и Бади целенаправленно вели свое небольшое стадо. К ним прибилось еще несколько молодых слонов. К старому вольеру. Когда они подошли к ограде, Бади, теперь уже мощный бык с начинающими расти бивнями, осторожно просунул хобот сквозь прутья. Нури, собрав последние силы, подняла голову. Она не просто понюхала его, она начала вылизывать кончик его хобота, как делала это, когда он был размером с крупную собаку. В этот момент Туми издал тихий, воркующий звук, тот самый, который они использовали в детстве. Все присутствующие замерли. Это было признание. Это было спасибо за жизнь, за защиту, за то, что в мире, полном боли, они нашли свою гавань. Нури ушла из жизни спустя неделю после этой встречи. Она ушла тихо, во сне, с выражением абсолютного спокойствия на морде. Ее миссия была выполнена. Туми и Бади еще несколько дней оставались неподалеку от вольера, словно неся почетный караул, прежде чем окончательно уйти вглубь саванны. Сегодня эта история изучается в университетах как пример межвидового альтруизма. Но для жителей Серенгети это не наука. Это легенда о том, что сердце матери не подчиняется законам биологии. Оно подчиняется только закону любви. Дорогие друзья, эта история напоминает нам, что в каждом из нас, какими бы разными мы ни были, заложена способность к великому состраданию. Мы часто строим стены между собой, основываясь на цвете кожи, убеждениях или происхождении. Но посмотрите на Нури и ее великанов.
Они не видели различий, они видели родные души. Что вы почувствовали, узнав о финальной встрече этой необычной семьи? Верите ли вы, что животные обладают душой, способной на такую верность? Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Для нас это очень важно. И если этот рассказ заставил вас задуматься о чем-то важном, поддержите нас лайком и поделитесь видео с друзьями. Пусть добра в мире станет чуточку больше. До встречи в новых историях.